Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня я хочу показать очень простой вариант, как можно украсить пенопластовую заготовку с использованием пайеток. Если вам интересно, оставайтесь со мной и приступим. В работе я буду использовать вот такие пенопластовые заготовки. У меня два яблока, одно побольше, другое поменьше, и две груши. Это немецкая фирма, если кому пригодится. Вот одно побольше и другое поменьше. И также мне понадобятся пайетки на ленте и клей. Сегодня я буду обрабатывать грушу, но яблоко обрабатывать точно так же. Я для начала склею вот эти края, чтобы у меня никуда пайетки не убегали. И теперь беру иголочку, пин, как мне сказали, называется, вот эти вот гвоздики. И вот сюда подклею. Немного клея и опускаю пин. И даю закрепиться. И теперь вот так медленно по чуть-чуть клея наношу и укладываю пайетки вот так вокруг центральной пайеточки. И все прижимаю. Здесь немного так сложновато начать, но затем все будет нормально, будет легко. И сейчас вот надо первый ряд я заканчиваю, вот, и перехожу на второй ряд. Здесь совершенно ничего сложного. И теперь укладываю пайетки так, чтобы у меня не было белых зазоров, не было видно пенопласта. Можно, конечно, ее покрасить, можно ее чем-то красным обтянуть, нейлоном, например. Но этого не стоит делать. И вот так понемногу сейчас я двигаюсь дальше. У меня в наличии есть еще одно яблоко и груша побольше. И у меня есть одна еще идея, как их можно украсить. И, конечно, я поделюсь. Но этот вариант, он просто шикарный. Таким образом можно украсить любую пенопластовую заготовку. И вот так я продолжаю подклеивать. Вот что у нас получается. Конечно, все идет очень медленно, но зато очень красиво все получается. И продолжаю работу. Следим за тем, чтобы не было белого видно. И продолжаем. И еще маленький совет. Клей наносить вот примерно на расстояние 2-3 миллиметра. Не надо слишком близко, чтобы не испачкать пайетки. Иначе клей будет трудно убрать. И можно их и под низ подсовывать, и наверх. Как я уже сказала, главное, чтобы не было вот этого белого видно. Наносим клей. И подклеиваем. Вот я под низ подсовываю. Или наверх, или под низ. И вот получается все ровно и красиво. И, конечно, продолжаем работу. Дальше становится легче уже работать. И я также наношу клей примерно 2 миллиметра от предыдущего ряда и подклеиваю. И продолжаю работу. У меня работа продолжается, и так как здесь одна сторона шире, то вот получается не совсем ровно. Но это не должно пугать вас. И надо следить за тем, чтобы вот
эти пайетки, они не переворачивались. Я обратно их перевернула и продолжаю работу. Наношу клей и под небольшим натяжением подклеиваю. Как я уже говорила, работа идет медленно, но все будет очень красиво. И продолжаем работу. И если я работала яблоко, все шло вот так по кругу, то груша немножко, вот вы видите, тут получается неровности. И я решила маленькие коррективы внести. Я отрезала ленту. И сейчас вот сюда добавлю дополнительно несколько рядов, чтобы все выровнять. Там, наверное, немножко камера отсвечивает, много яркого света. Но постараюсь не слишком близко снимать, чтобы было видно. И вот здесь, где мне не хватает, буду добавлять. Подклеила край и вот добавлю. Аккуратненько вот так все складываю. И добавлю 2 или 3 ряда дополнительных, чтобы вот здесь свожу на нет. Вот. Все подрезаю. И затем одной вот этой лентой затем все скрою. И вот здесь мне еще надо добавить, чтобы у меня все более-менее выровнялось. Это такие маленькие коррективы в работе. А то получилось бы, что я тут иду наискосок. А сейчас уже вот можно выравнивать и продолжать работу дальше. Так аккуратненько. Вот вы видите, добавила и все выровнялось. Вот здесь у меня так вот это еще чуть-чуть надо подклеить. И продолжаю работу. Наношу клей и подклеиваю. Вот здесь надо немножко сместить, чтобы все выровнять. Вот так. И теперь уже иду к верхушке. Я немножко еще поработаю и вернусь к вам. У меня тут практически уже все выровнялось. И вот я продолжаю подклеивать. Так, понемножку наношу клей. И все. Вот, почти уже дошла до завершения работы. Все укладываю. Здесь немного так придавливаю, приглаживаю, чтобы пайетки легли ровно. Как я уже говорила, таким способом можно украшать любую заготовку. Смотрится очень красиво. У меня еще есть пайетки в других цветах. Одни из них такие коричневые с хамелеоном. И обязательно придумаю что-нибудь и тоже покажу. И вот так я подхожу к верхушке. Вот. И постепенно сейчас все заполняю. Так, здесь у меня плохо держится вот это. Я его вот и вот подклею. Если что-то плохо держится, обязательно все вынимаем и все подклеиваем. И вот так все закрываю. Вот что получается. Вот так постепенно. Сейчас все закрываю. Снова у меня соседи наверху шумят. В Испании очень шумные соседи. Всегда что-то двигают. Такое ощущение, что они перемещают мебель каждый день. Вот, я завершаю работу.
И вот так постепенно. Так, вот у меня тут перекрутилось. Все обратно укладываем на место. И вот последний штрих. Вот нанесу клей вот так вокруг. И все. Последним рядом вот так закрываю. Вот что получается. Лишнее отрезаю. И последнюю пайетку сейчас подклею дополнительно. Так, не подлезть. Вот. Вот здесь нанесу клей. И дополнительно вот это подклею, чтобы уже никуда ничего не ушло. Моя груша готова, можно сказать. Вот из такой пенопластовой заготовки. И я ее превратила в такую. Получилось яблочко и груша. Вот такие заготовки симпатичные у меня получились. Можно украсить стол, различные гирлянды на стол и также на елочку. У меня в планах еще сделать листики в зеленом цвете. Вот эти я делала, в прошлом году я показывала, как делать пуассентию. И, в принципе, делается так же самое. Если я найду зеленую ткань, я обязательно покажу, как сделать еще раз. А на сегодня все. Надеюсь, урок был полезен. Вы узнали что-то новое и обязательно вам пригодится. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.